Россия – это огромный мир возможностей как для ведения бизнеса, так и для путешествий. Сегодня мы приехали во Владивосток, столицу Приморского края, а также Дальневосточного федерального округа. Приморский край – один из самых солнечных в России. Здесь более 300 солнечных дней. Не смотрите на то, что сейчас пасмурная погода, ведь мы же находимся на берегу Тихого океана. Погода здесь меняется практически каждый час. Позади большой авиаперелет. Мы летели из Санкт-Петербурга через Москву с пересадкой, и полет на самолете из Москвы до Владивостока составил 8,5 часов. И мы преодолели 7 часовых поясов. Предлагаю не терять время и отправиться по намеченному маршруту. В Приморском крае нас ждет база серфинга, общение с молодыми дизайнерами, посещение промышленных предприятий, а также казино. И еще много другого. Поехали! Мы приехали на единственный на Дальнем Востоке завод по производству двигателей. Совместное российско-японское предприятие Mazda Solars выпускает автомобильные двигатели, которые экспортируются в Японию. Давайте же заглянем внутрь и узнаем все секреты производства. Мы сейчас находимся на предприятии производства двигателей. Данное предприятие было основано в 2018 году. В 2018 году был найм персонала и обучение. Здесь собирается двигатель SkyActiv, 2-литровый объем, 2-литровый. Оборудование здесь все японское, высокотехнологичное. Основа сделана таким образом, чтобы операторы не ошибались. Все процессы автоматизированные. У каждого оператора есть табло, на котором он видит, что он собирает, сколько болтов надо затянуть, там, например, сколько гаек, какие детали установить и какие пределы момента затяжки. В принципе, мы исключили все ошибки вместе с японскими коллегами с нашими. Суточный объем производства двигателей 84 двигателя. Все двигатели отправляются, экспортируются в Японию, и в Японию уже Mazda распределяет их по автомобилям. В целях контроля качества на производстве введено 3 этапа проверки двигателя. Первый этап – это тест компрессии, второй этап – это холодное испытание двигателя, третий этап – это горячее испытание двигателя. После окончания испытания горячего теста двигатель идет на окончательную проверку инспектором, финальную проверку, и упаковывается уже в транспортировочную палету для транспортировки в Японию. Данное предприятие автоматизировано, операторы работают строго по технологическому процессу. Также оборудование данного конвейера отслеживает все этапы сборки двигателя. История верфи начинается с 2000 года, когда группа, так сказать, лиц, которые занимались парусным спортом, решили создать собственную яхту. Да? И они, по факту, первое судно построили парусную яхту.
ну, так сказать, из дерева, из классических материалов. Но верфь постепенно развивалась и на текущий момент дошла до уровня современных верфей, которые строят прогулочные катамараны из композитных материалов. География поставок наших яхт довольно обширная. У нас в России мы осуществляли поставку в такие города, как Санкт-Петербург, Севастополь, Иркутск. Была поставка и в Южную Корею. На текущий момент проявляет интерес к нашим изделиям со стороны европейских стран. Я думаю, что наша верфь внесет ощутимый вклад в развитие экономики нашего края. На текущий момент верфь готова предложить и более современные инновационные решения. Это движение на электрическом ходу и систему позиционирования судна электрическую, тоже на электрическом ходу. Данная система взята из космических технологий, по таким же принципам стыкуются наши корабли в космическом пространстве. На самом деле верфь построила композитных судов уже более 100 штук. Есть и пассажирские суда, которые вот ходят у нас по заливу. Есть и направление промысловое, но оно пока в стадии зарождения. Но, по крайней мере, мы знаем, что там есть потенциал, и мы готовы его реализовать. Направление туристическое очень интересное. Это вот компания из Хабаровска, Центр путешествий ДВ, заказала у нас катамараны для организации туров на Шантарские острова. И на этих островах они развивают направление экотуризма. Вот именно под это направление мы также рассматриваем возможность запустить линейку судов на электрическом движении. Это нынче современный и модный тренд. К этому тренду мы готовы. И, в принципе, это уже недалекое будущее, а практически ближайшее наше настоящее. Железнодорожный вокзал Владивостока – это конечная точка Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги в мире. А для того, чтобы узнать, сколько же километров до столицы нашей Родины, давайте же зайдем внутрь и найдем на перроне памятник, который нам об этом расскажет. Памятная стелла с цифрой 9288 установлена на перроне вокзала. Именно столько тысяч километров до Москвы. Кстати, а знали ли вы, что на противоположном конце Великого Транссибирского пути, да, сейчас я говорю про Ярославский вокзал Москвы, находится аналогичная стелла, но на ней вы можете увидеть значок 0 километров. Это начало Великого железнодорожного пути. Постоянный ежегодный рост инвестиций в основной капитал. Для примера, из цифр, 5 лет назад у нас объем инвестиций в Приморский край это было 139 миллиардов рублей, сейчас более 182 миллиардов рублей ежегодно. Что касается географии инвесторов, в основном это, конечно же, инвесторы либо с других частей России, либо стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай, Корея, Япония. ВЭФ для нас чем хорош? Тем, что он позволяет нам в таком хорошем, интересном мероприятии максимально раскрыть для потенциальных инвесторов возможности региона. Соответственно, то есть он выполняет такую функцию продвижения региона на международной арене. Что касается соглашений, целый ряд соглашений было заключено на ВЭФ, что показывает, что ВЭФ является также хорошей площадкой переговорной, где принимаются ключевые решения. Очень надеемся, что будут приняты позитивные решения инфраструктурного характера, например, о строительстве Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Переговоры на этот предмет ведутся уже несколько лет. Надеюсь, что наконец-то будет поставлена в этом точка и перейдем уже к работе по физическому созданию объекта.
Приморском крае существует два преференциальных режима. Это режим «Свободный порт Владивосток» и режим территории опережающего социально-экономического развития в ряде территорий Приморского края. Список преференций с точки зрения налоговых льгот очень широкий. Это и льгота по налогу на имущество, и льгота по налогу на прибыль, и очень большие льготы по уплатам, выплатам в негосударственные фонды, такие как пенсионный фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. И на практике можно сказать, что эти режимы, как свободный порт и территория опережающего развития, позволяют налоговые потоки первые 5 лет с момента создания объекта инвестиционного практически обнулить. В следующие 5 лет платить заметно меньше. И только через 10 лет уже выйти на обычные условия, скажем так. Более того, данные режимы позволяют иметь некоторые административные преференции, например, привести сюда рабочую силу на льготных основаниях, иметь право на быстрое возмещение налогов из бюджета, в случае, если такое право в принципе имеется. И, что самое главное, таким инвестиционным проектам, которые такие статус получили, оказывается всесторонняя государственная поддержка. Соответственно, любые административные барьеры устраняются. Владивосток – город спортивной молодежи. Скейтбординг – это культура, зародившаяся на улице. У нее нет границ. Этот экстремальный и уже олимпийский вид спорта здесь очень любят. Гуляя по набережной, мы, конечно же, пообщались со скейтерами. Мы находимся на центральном споте города Владивостока, набережная Цесаревича. Здесь каждый экстремал начинает свой жизненный путь в катании. Наша федерация скейтбординга одна из самых молодых в стране, нам всего лишь полгода, и за эти полгода мы сделали очень многое. Мы инициировали строительство 6 скейт-парков в 6 муниципалитетах и продолжаем развивать этот замечательный вид спорта. Ведь скейтбординг – это не просто вид спорта, это большое комьюнити, которое развивается, это молодежь, которая ездит друг к другу. А в будущем мы планируем строить здесь большие скейт-плазы, и иностранцы, которые наши соседи корейцы и японцы, обязательно и с радостью будут приезжать к нам во Владивосток. Мой скейтбординг начался лет 12 назад в селе Покровка Октябрьского района. Это сейчас первое село, которое имеет скейт-парк на Дальнем Востоке. Мы сами варили рейлы, сами собирали кикеры, и сейчас с приходом федерации, в которой я тоже состою, у нас есть возможности делать что-то более масштабное. Мы ездили на чемпионат России, достойно там выступили. У нас есть очень активные райдеры с большим потенциалом, и мы верим в то, что, улучшив инфраструктуру, построив парки, мы сможем повысить наш уровень и показывать еще более крутые результаты на соревнованиях. Уже через считанные дни свою работу начнет Восточный экономический форум, в рамках которого будут представлены особенности 11 регионов Дальневосточного федерального округа, их экономический потенциал, туристические возможности, культурные традиции и инвестиционные проекты. Каждый год без исключения это большой праздник и для предпринимателей, которые работают в сфере услуг, это абсолютно понятно. Это огромное, значимое для нас событие и хорошая возможность заработать. Это всегда здорово, но, конечно, не только сиюминутными выгодами важен для нас Восточный экономический форум. Это всегда возможность на карте целого мира определить Владивосток как значимую точку роста на Дальнем Востоке страны. Наши ворота, наш форпост в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это не просто слова. После проведения, скажем так, 2 первых, наверное, лет проведения Восточного экономического форума, Владивосток стал действительно по-серьезному узнаваемым. У него появилось уже свое лицо инвестиционное, если угодно. И это далеко не только про сам город. Это про край, это возможность использовать те преференции, которые дает государство инвесторам, в том числе иностранным, которые реализовывают здесь свои проекты. И если еще несколько лет тому назад при подготовке к проведению очередного Восточного экономического форума мы говорили о неких будущих проектах или будущих успехах, то сейчас мы уже с уверенностью можем говорить о том, что этот успех частично состоялся. Давайте назовем это первым или вторым этапом тех достижений, предвестником которых становится Восточный экономический форум.
Наш первый день во Владивостоке завершен. Следующая остановка – остров Русский. Мы вместе прогуляемся по кампусу Дальневосточного федерального университета и расскажем о его жизни. Не переключайтесь.